Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о перелетных птицах весной. Прежде чем начать наше занятие, давайте повторим с вами весенние месяцы. Март, апрель, май. Молодцы, ребятки! Каждый год птицы приносят нам на крыльях весну. Отгадайте, про какую птицу говорят. Увидел? Весну встречай. Черный проворный кричит крак, червякам враг. Это грач. Увидел грача, весну встречай. Ранней весной, когда на реках и озерах еще лежит снег, прилетают грациозные трясогузки. Спинка и бока у трясогузки серые, брюшко белое, верхняя часть грудки, хвост и крылья черные, блестящие, украшенные по краям белыми перышками. Пригреет солнышко, зазеленеет трава, на листья появятся на деревьях, тогда в родные места из теплых стран вернутся другие перелетные птицы, такие как соловей, иволга, кукушка, ласточка. Цаплю, лебедя, утку встретишь на берегу рек и озер. Без этих птиц невозможно представить лес. Назовите их, пожалуйста. Соловей, кукушка и иволга. Молодцы, ребята, запомнили. У каждой птицы есть свой домик-гнездо. Аист, например, устраивается на видном месте крыши дома, в высоком дереве или столбе. Гнездо он складывает из больших прутьев и веток. А вот гнездо грача напоминает разлохмаченную шапку. Грачи устраиваются целыми колониями, строят гнезда из сучьев. А вот осторожная утка прячет гнездо недалеко от воды, в густых зарослях травы и кустах. А теперь, ребята, посмотрите на картинки и подумайте, кто же тут четвертый лишний? Правильно, лишней будет кукушка, так как это единственная птица, которая не ухаживает за своим потомством. Она сбрасывает свои яйца в чужие гнезда. Молодцы, детки! Птицы – наши помощники. Не обижайте птиц. Разве можно обижать друзей? Лучше пригласите их в свой сад или двор. Для этого нужно построить хотя бы несколько птичьих домиков, как на картинке. И птички будут знать, их ждут. Спасибо за внимание, ребята. До свидания.